Дорогие мои зрители, сейчас я вам покажу, как легко запомнить таблицу умножения на 9. Этой методикой я пользовался, когда был школьником, и у меня получилось вообще всю математику сделать такой интересной и понятной. Смотрите, вот таблица умножения на 9. Значит, мы знаем, легко запомнить, 1 умножить на 9 равно 9. 2 умножить на 9 равно, уже надо думать, не надо плюсовать. Смотрите, это легко. 18 и дальше 3 умножить на 9, это 27. А теперь обратите внимание, что 27. Обратите внимание, что у нас цифры идут 9, 8, 7. Следующая цифра будет на самом деле 6, потом 5, потом 4, потом 3, потом 2, потом 1. И тут тоже мы можем продолжать. Смотрите, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть получается, вся таблица умножения это не что иное, как просто очень легкая формула или алгоритм. Понявший его, вы запомните на всю жизнь. Всю таблицу умножения, значит, на 9. Смотрите. Это просто забавно, это просто интересно. Настолько легко. Смотрите, тут можно условно представить такой невидимый нолик, который мы, в принципе, не пишем. И у нас получается, тут идет 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и до 8. Ну, если бы тут было бы 9 умножить на 10, то у нас бы до 9 было, даже не до 8. И тут тоже был бы нолик. Вот, смотрите, видите, 9, нолик. Да, это вот тут теперь у нас 10 умножить на 9 равно 0. Смотрите, вы просто-напросто тут от 0 до 9 и тут от 9 до 0. Вот так вот записывайте, и вы всю таблицу умножения знаете на 9 на память. Это один из самых легких методов, как легко выучить таблицу умножения на 9. Но у меня есть еще один метод. Смотрите, второй способ. Это первый способ. А теперь второй способ. Это еще интереснее. Смотрите. Вот эти цифры 8 и 1. Сумма у них всегда будет равно 9. 0 плюс 9. 9. 1 плюс 8. 9. 2 плюс 7, 9, 3 плюс 7, 9, 4 тоже 9, 5 плюс тоже 9, 6 вообще 9. И у вас в голове, смотрите, как легко вообще запомнить. Если вы вспомнили там, допустим, вот тяжело бывает вспомнить, 8 у 9, 70 с чем-то. А как понять 70 с чем-то? Если вы уже семерку вспомнили, то вы от девятку 7 отняли, значит 2, 72. Если вы, допустим, вспомнили 5 у 9, 40, ну 5 у 9, 45 легко запомнить, допустим, 4 жды 9, 36 или 34, вот путаница. Если 30, от 9 отняли троечку, 6, значит 36. Потому что у них сумма всегда вот одинаковая, получается девяточка. Это второй способ. И у нас еще есть третий способ. Смотрите. Это мы за сумму сказали. И третий способ, очень легко можно заметить, третий способ. Вот обратите внимание, что вот если таблица умножения трижды 9, то следующая цифра, это на единичку меньше всегда, чем вот первый множитель. Вот смотрите, 3, тут 2, 4, тут 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6. То есть всегда на единичку меньше. Вот. То есть вы всегда можете так запомнить. Так, трижды 9, 20. А как понять, насколько от девятки отняли? 27. Еще как можно запомнить? Смотрите. Это уже усовершенствованный третий способ.
трижды 9, 27. Значит, если трижды 9, то первая цифра 2 будет на единичку меньше. А вторая, вот от десятки отнимаем тройку, 7. От десятки отнимаем четверку, тут 6, и на одну циферку меньше, это троечка. Смотрите, вы всю таблицу умножения вообще легко можете запомнить. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Григорий Манукян. Я учитель математики. И постараюсь сделать так, чтобы математика вам была просто интересная. И вы не зубрили, и всю просто математику чувствовали и понимали. С Богом, друзья!